Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня у меня по плану волшебный мир Средиземья. Ну, планы как таковые я не составляю, но волшебный мир Средиземья мы вместе с Оксаной всегда красим каждый месяц и по порядку. Так что заходите на канал к Оксане, тоже смотрите, что она там раскрашивает. Знакомьтесь, кто не знаком. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. В этом месяце мы будем раскрашивать вот эту иллюстрацию. Для тех, кто впервые на канале, сразу скажу, что я не читала, не смотрела и раскрашиваю так, как мне хочется. Вот захотелось мне сделать такой наряд, и я его непременно сделала. Ну и все в таком стиле. Хотя вообще изначально, я просто сейчас перелистывала и вспомнила. Изначально, когда я только приобрела раскраску, первая моя иллюстрация была именно вот эта. Я уже сейчас вспомнила, что, в общем-то, я ее выбрала, потому как, ну вот, на обложке был пример, и поскольку я не читала книгу, там ни фильм не смотрела, ничего такого, ну, был какой-то для меня все-таки пример. Ну и, по сути дела, я им всем вот такие сапоги делаю, как видите, и сумка, и вот этот узор, который везде у меня встречается, я его раскрасила так же, как на обложке. Ну, здесь серо-синий такой, ну, в плане нарядов я как бы проявляю разнообразие. Так, ну ладно. Ну, как обычно, то, что можно раскрасить мэджиком, я им с удовольствием раскрашиваю. Здесь довольно много будет для данного карандаша работы, но я буду использовать как фикс-прайсовский трехцветный мэджик. Кохенуровский использовать не буду, потому что я им крашу именно деревья, а фикс-прайсовским, как вы знаете, именно изделия из дерева. Но здесь есть масса тоненьких каких-то элементов, и мне будет в помощь подарок Оксаны, двухцветные карандаши Берлинга. Здесь тоже потрясающий карандашик есть, вот такой вот, поэтому буду его использовать. Так что сейчас возьму мэджик, но на камеру я прям все не буду красить мэджиком. Я немножко пораскрашиваю, потом возьмусь за какой-нибудь другой элемент, ну, чтобы вам было, знаете, повеселее, не так, скажем, грустно, да, смотреть, как я одно и то же раскрашиваю. Но начинаю именно с мэджика, потому как, вы знаете, он моментально оживляет иллюстрацию. На то он и мэджик. В конце уже, когда я все раскрашу, я возьму черный карандаш, либо Кохенур, либо призму, и буду уже какие-то тени делать и тому подобное. Собственно, тоненьким карандашом я и на больших элементах пройдусь, вот везде на стыках. Ну, вот уже, как видите, стало прям классно. Ну, а дальше буду постепенно маленькими фрагментами красить. Знаете, вот данную раскраску я, допустим,
снимаю, показываю на камеру, и потом могу в течение 1-2 дней потихоньку подходить, раскрашивать. Например, там есть время, подошла, раскрасила волосы, потом лица, потом там еще что-то. Ну, во всяком случае, я так делаю, когда много всяких элементов, а здесь их, как вы видите, довольно-таки много. Поэтому, конечно же, буду потихонечку. Ну вот, намного веселей. Вообще кажется, что очень много раскрашено, это так и есть. И вроде даже здесь кажется, что чуть там как-то меньше осталось. И думаю, вот что буду делать, когда раскрашу данную раскраску. Хотя я так посчитала, еще надолго хватит, если по одной красить. Хватит надолго. Ну вот эту я говорила, что я как-то в Питере одну закончила и начала новую. Ну и поскольку это не обязательно красить сейчас, то я вроде как ее пока оставила. Ну, может, внепланово раскрашу, а может, оставлю на потом, доделаю. Ну там просто вот это вот то, что я не люблю посуда, вот это вся ерунда. Поэтому, ну, когда настроение словлю, тогда и раскрашу. Деревья, вот эту зелень я окрашу, как вы знаете, манделузами. Для удобства беру маленький набор. Собственно, сейчас я этим и займусь. Потом, наверное, перейду, может быть, к волосам или лицам. Тем более я и крупные лица особо не прорисовываю. Здесь тем более. Вот. Не очень хочу это делать, как вы знаете. Но у меня такой свой подход. Это все будет уже работа двухцветного мэджика. Дабы не заходить за края. Ну и вот здесь я раскрашу. А остальное уже буду раскрашивать за кадром. Так, теперь сейчас я возьму манделузы. Вот эти вот. Так, и у нас деревья. Так. Вот у меня всегда здесь эти два карандаша используются. Ой, здесь даже, походу, обувь не надо раскрашивать. Тоже бонус.
Я потом сяду под какой-нибудь фильм или скорее видосик. Фильмы я просто редко смотрю. Какой-нибудь видосик. Да, раскрашиваю. Так. Нравится мне, когда вот на этих иллюстрациях и Мэджиком, где разгуляться есть, и где есть какая-то зелень и небо. Ну, это все-таки делает иллюстрацию более живенькой, хотя, в принципе, здесь тоже было интересно раскрашивать. Но вот такие иллюстрации мне нравятся значительно больше. Не знаю, вот смотрю я сейчас на эту иллюстрацию, мне чего-то хочется еще добавить. Не знаю даже чего. Ну, вот что-то меня здесь напрягает. Ладно, посмотрим потом. Так, что у нас здесь с зеленью? Ой, сколько тут-то мелкотни. Слушайте, кошмар какой. Действительно кошмар. Так, о, как хорошо, что я себе заранее в свою вот эту совушку водички налила. Как замечательно. Все-таки хорошо, чтобы совушку было видно. Но она такая красивая. О, будет светлей. Так, ну, приступим. Опять же, кто, может быть, впервые на канале, поясню, что монделузы, в принципе, здесь протекают. Но если быть аккуратнее, ну, по мере возможности, да, как бы не лить много воды, так вот немножко размыть, то если и протекает, то не как-то злостно. И там всегда можно все поправить. Вот. Даже в принципе я иногда использую акварель «Белые ночи», но такую не сильно пигментированную, знаете, вот с белилами, которые... Ну, например, от Виста артиста у меня вот какая-то такая серая пейна, по-моему. Там пигментация хорошая, но тоже использую вот где-то, знаете, такие вот, ну, вот в этих вот, например, местах. Опять же, если протекает, то не злостно. А с белилами еще меньше протекает, если где-то прям воды переборщить. Хотя, наверное, переборщить воды это к акварели не очень применительно. Скорее, наверное, когда льешь как положено. Вот. Нет, я всегда, мне кажется, мало воды использую. В общем, как-то так. О, я еще вот здесь не раскрасила, не увидела. Ну и тоже немножко зелененького, темно-зеленого добавлю. Вот. Ну вот так. Давайте посмотрим, что у нас тут с обратной стороны. Ну, конечно, полностью будет понятно, когда высохнет. Пока вот, да, где немножко было больше, вот тут пара пятнышек. Но данный наряд можно как раз зеленым и выкрасить, в общем-то. Так, ну, тут традиционно, в общем-то, желтенькая. Потом я еще в самом конце немножко здесь желтого. По-моему, так.
Или это я размываю? Сейчас посмотрим. А, я даже здесь, по-моему, не сильно заморочилась желтым. Ну да, это я первый раз заморочилась. Так, ну а дальше... Да, надо уже взять большой набор манделузов. Потому что там серые оттенки в большом количестве. Не очень меня радует доставать всегда этот набор, но придется. Вообще надо чашку кофе убрать. Там еще кофе есть, но я его допью потом. Так, ну что? Пусть будет, наверное... Нет, это немножко не тот оттенок. Вот здесь. Вот этот возьму. И самый-самый светлый. Может, даже хватит, я вот не знаю, растянуть цвет. То есть одного хватит, не знаю. Посмотрим сейчас. А с другой стороны, если не получится растянуть, это надо будет ждать, пока высохнет. Мне не очень охота, честно говоря. Вот я тормоз, а. Ну вот. Как-то так. Ну, кстати, уже прикольно выглядит. Нет, все-таки, пожалуй, я светло-серым карандашом, наверное, пройдусь. Так. Тем более, что он совсем-совсем светлый, лишним не будет. А непосредственно на небо, на воду я буду использовать уже, наверное, детскую акварель. Или я все-таки... Нет, тут я все-таки манделузы использовала. Что-то я так отвыкла. Тем более тут столько физиономий. Протечет, если. Хотя только если на эти две физиономии попадет. Так-то там тоже небо. Ладно. Рискнем. Ну, по крайней мере, так немножко подобавляю манделузов.
Возьму, мне еще очень нравится вот этот вот. Это какой номер? Номер 15. Он прям такой нежный. Надо еще темно-синий где-нибудь добавить. Сколько раз уже красила небо и постоянно забываю, какие тут я цвета использую. Я, честно говоря, даже для себя не разобрала. Сейчас не придумала, что это будет. День, вечер. Так. Здесь тоже, да, небо получается. И по идее тут вроде что-то наподобие. Так, ну и где мне разгуляться, получается, синим? Не совсем понимаю. А вот, кстати, где-то здесь бы мне и надо было разгуляться. Ладно. А может, вообще не надо? У меня просто сейчас вообще как-то мысли где-то далеко. Я как-то села, сразу стала красить мэджиком. Вот результат. А пусть будет как-нибудь абстрактно. Я вообще собиралась спать ложиться, мне вдруг захотелось пораскрашивать, поснимать лайф-влог, хобби-влог точнее. Ладно, приступаем к размытию. Такой ответственный момент. Наверное, я сначала аккуратненько размою облачка. Оно вообще-то размывается. Вот манделузы, кто не в курсе, сразу надо размывать. А то они как-то, если сразу не размыть, потом с этим возникнут проблемы. Так. Ну вот. Еще не все. Еще вот здесь. Вот раз на раз не приходится. Иногда прямо размывается супер. А иногда все идет не
так, как нужно. Так, здесь я подложу лист и уже сделаю как надо. Ну, пусть это будет такое светлое небо. Так. Немножечко так растяну. Пусть заходит за контур. А на камеру, походу, вообще ничего не видно. Ну-ка. Кажется, что вообще бледно-бледно. Не, на самом деле все в порядке здесь. Тут просто вот самый светлый оттенок использую. Но я, может быть, еще потом, когда высохнет, я, если пойму, что мне что-то не достает, то я обязательно еще добавлю. Мне вообще нравится небо раскрашивать, очень просто нравится. Поэтому, если меня что не устроит, то лучше я потом, когда высохнет, второй слой. Ну или даже возьму просто акварель. Я помню, первое время я постоянно делала фоны с манделузами. Да, посмотрела я на время, поэтому буду видео заканчивать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютной осени, теплой осени и, конечно же, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.